Москва в огне – парадокс безразличия. Взрывы, кровь, хаос. Москва, охваченная ужасом зомби-апокалипсиса. Но где всеобщий гнев? Где крик отчаяния? Где ярость, которая должна пылать в сердцах людей, чьи дома превратились в руины, чьи близкие стали жертвами живых мертвецов? Вместо этого пугающее спокойствие, ледяное безразличие, как будто смерть, даже в таком ужасающем обличье, стала обыденностью, фоном жизни в тени Кремля. Этот парадокс поражает. Народ, способный на невероятное самопожертвование ради Родины, остается равнодушным к собственной трагедии. Ответ прост и ужасен одновременно. Десятилетия лжи и пропаганды исказили в душах людей саму суть человечности. Страх, глубоко въевшийся в подкорку, парализует волю. Говорить, думать, чувствовать опасно. Проще отвернуться, сделать вид, что ничего не происходит. А между тем тьма сгущается, и по улицам Москвы бродят уже не только безмозглые зомби, но и призраки прошлого, готовые вновь погрузить город в пучину террора. Тени прошлого – смерть как инструмент власти. Чтобы понять этот парадокс, нужно обратиться к истории. Россия всегда была страной, где власть не гнушалась средствами. Смерть, будь то на поле брани, в подвалах Лубянки или от голода во время коллективизации, всегда была верным инструментом контроля. Иван Грозный, Сталин, а теперь тень тирана вновь нависла над страной. Народ кормили победами, великими свершениями, за которыми стояли горы трупов. Любой ценой, любой кровью цель оправдывает средства. Эту мантру вдалбливали в головы поколениями. И вот результат: общества, равнодушное к собственной боли, не способное отличить правду от лжи. Зомби-апокалипсис лишь обнажил ту гниль, что давно разъедала изнутри. Разрушенные города – это всего лишь метафора разрушенных душ, раздавленных страхом и безразличием. И пока мы не осознаем эту простую истину, тьма будет и дальше расползаться, пожирая все на своем пути. Культ Мавзолея – символ вечной власти. Мавзолей на Красной площади. Открытый гроб предводителя коммунистов, ставшего символом эпохи. Но что он символизирует на самом деле? Торжество жизни над смертью? Или же торжество смерти над жизнью? Не случайно это место стало центром культа, где живые поклоняются мертвому. Этот культ – отражение глубинных страхов русского человека. Страха перед властью, перед смертью, перед неизвестностью. И в этом страхе кроется ключ к пониманию того, почему Россия вновь и вновь возвращается к тирании. Зомби – это всего лишь символ, метафора той смерти, что давно поселилась в сердцах людей. Смерти духа, смерти совести, смерти надежды. И пока мы не сбросим с себя этот груз прошлого, пока не перестанем бояться жить, мы обречены блуждать во тьме. Эхо террора Беслан и его шрамы. Кто может забыть ужас Беслана? Дети, заложники в собственной школе, зверски убитые террористами. Эта трагедия потрясла всю страну, но была быстро заглушена новой волной пропаганды. Но Беслан – это не просто теракт. Это символ бессилия государства перед лицом насилия. Именно тогда, в те страшные дни, стало ясно, Россия вновь катится в пропасть. Пропасть страха, насилия, беззакония. И зомби-апокалипсис – это всего лишь логичное продолжение того пути, на который страна вступила много лет назад. Но даже в самую темную ночь есть место надежде. И эта надежда в тех, кто не боится говорить правду, кто помнит уроки истории и готов бороться за будущее своей страны. Двойные стандарты, агрессия под маской мира. Москва всегда гордилась своей миротворческой ролью на мировой арене. Но за красивыми словами о мире и сотрудничестве скрывается двойная игра. Россия осуждает терроризм, но сама же использует его методы в своей внешней политике. Вторжение в Грузию, аннексия Крыма, поддержка сепаратистов на востоке Украины – все это звенья одной цепи. Цепи, которую ковал Кремль, чтобы вернуть себе былое величие. Но цена этого величия – человеческие жизни, разрушенные судьбы, потерянное доверие. И пока Россия продолжает жить в мире иллюзий, отрицая свою ответственность за происходящее, мир стоит на пороге новой холодной войны. Войны, которая может перерасти в нечто гораздо более страшное, чем зомби-апокалипсис. Глобальная тревога – цена молчания. Мир не может оставаться равнодушным к тому, что происходит в России. Потому что Россия – это не просто ядерная держава, но и часть мирового сообщества, от которой зависит безопасность всех нас.
Молчание и бездействие международного сообщества – это не просто ошибка, это преступление. Сегодня Россия стоит на распутье. Один путь ведет к изоляции, к диктатуре, к новой холодной войне. Другой – к демократии, к свободе, к мирному сосуществованию с другими странами. И от того, какой путь выберет Россия, зависит будущее всего мира. Зомби-апокалипсис – это предупреждение. Предупреждение о том, что происходит, когда зло остается безнаказанным, когда тирания распространяется бесконтрольно. И если мы не хотим, чтобы этот кошмар стал реальностью, мы должны действовать. Сейчас. Проклятие прошлого – цена имперских амбиций. Россия – заложник собственной истории. Имперское прошлое, культ силы, мессианские амбиции – все это тяжким грузом лежит на плечах ее народа. И пока Россия не сбросит этот груз, она не сможет стать по-настоящему свободной и демократической. Зомби-апокалипсис – это метафора того тупика, в котором оказалась Россия. Тупика, из которого нет выхода, пока она не откажется от своих имперских амбиций, пока не научится уважать права и свободы других народов. Цена свободы высока, но еще выше цена, которую придется заплатить за отказ от нее. Эта цена – будущее России, будущее ее народа, будущее ее детей. Призраки, Кремля, эхо, тирании. Кремль всегда был символом власти в России. И сегодня, когда страна погрузилась в хаос зомби-апокалипсиса, Кремль остается последним оплотом старого режима. Режима, который привел Россию к краху. Призраки прошлого все еще бродят по коридорам власти. Сталин, Берия, Андропов – их голоса звучат в ушах тех, кто принимает решения сегодня. И эти голоса шепчут о силе, о жестокости, о беспощадности. Но Россия – это не Кремль. Россия – это ее народ. Народ, уставший от лжи, от насилия, от беззакония. И именно в руках народа ключ к изменению судьбы своей страны. Надежда на рассвете – путь к переменам. Даже в самой безнадежной ситуации всегда есть место для надежды, и даже в самом темном сердце может проснуться совесть. Россия стоит на пороге глобальных перемен, и от нас зависит, какими будут эти перемены. Путь к свету лежит через покаяние, через осознание своих ошибок, через отказ от культа силы и насилия. Россия должна вернуться к своим истинным ценностям, к милосердию, к состраданию, к любви. Зомби-апокалипсис – это не конец. Это шанс начать все сначала, шанс построить новую Россию. Россию, где не будет места тирании, насилию, страху. Россию, достойную своих великих сыновей и дочерей.